Друзья, всем здорово, всем привет, добро пожаловать на канал у меня в Канаде. И в этом видео мы с вами будем делать закупку продуктов на 2 недели. Впереди близится у нас Новый год, поэтому отчасти будут эти покупки касаться и Нового года. Покажу вам подробные цены на продукты, какие-то, может быть, интересные акции, скидки. И также мы после этого еще с вами заедем в Liquor Store. Это то место, где продается в основном алкоголь в Канаде, потому что чаще всего в больших супермаркетах не продается алкоголь. Он продается в отдельных магазинах. Поэтому покажу также вам цены на алкоголь. И подобьем сумму, подобьем итог потраченных денег, и в принципе можно будет понять, сколько мы тратим денег на продукты в месяц. Итак, погнали. Так, мы уже в магазине, и то, что, естественно, не обходится ни один новогодний стол, это без апельсинов. И вот эта вот цена, которую вы видите, это не за килограмм, а здесь у них написано в основном мелким шрифтом. 1 килограмм получается $5.50. Это за апельсины. Бананы у нас, опять-таки, за 69, это не за килограмм. Получается 1 килограмм, $1.52. Яблоки, бананы. Яблоки у нас по $6 за килограмм. Эти у нас столько же. Эти у нас столько же. В общем, все яблоки по $6 за килограмм. Яблоки, кстати, мне кажется, как-то не сильно-то дешевые. Эти то же самое. $6.50 за килограмм яблоки. Морковка, огурцы. Давайте посмотрим, почем морковка. Так, получается 44 цента за 100 грамм. $4 получается за килограмм морковка. Огурцы. Огурцы у нас, ребята, вот этот. А он поштучно. Получается, один огурец стоит $2.50. Не знаю, сколько в нем грамм. Не написано. Ну, в общем, один огурец $2.50. Кстати, очень поредели ряды, потому что все закупаются, все тарятся перед Новым годом. И на самом деле смели так очень жестко. Очень жестко. Давайте я вам еще покажу цены на картошку, может быть, будет кому-то интересно. Лук. Лук 1 килограмм $5.50. И картофаныч. Картофаныч тоже $5 за килограмм. Такой $4 за килограмм. В общем, картошка в цену апельсинов. Фисташки. Вот маленькая пачка фисташек. 200 грамм $6. Но есть и дешевле. Можно найти чуть-чуть подешевле. А вот это вот у нас, ребята, с вами большой стеллаж с фисташками, где, в принципе, я всегда тарюсь фисташками. Здесь есть соленые, есть острые и есть обычно не соленые. Как мы можем посмотреть, вот за 450 грамм это $11.50. Здесь, кстати, вот написано $2.50 за 100 грамм. И если мы сравним большую пачку, то здесь у нас уже написано $1.77 за 100 грамм. Соответственно, эти фисташки взять выгоднее. И брать я буду, скорее всего, их. $20 упаковка. Но есть я их буду неделю, если не больше. Поэтому хорошее предложение, поэтому берем. Опять-таки, как и все в Канаде, ребята, чем больше вы берете, тем дешевле вы платите. Поэтому моя рекомендация брать много и на этом экономить свои деньги. Погнали дальше. Очень мне нравится, здесь такое есть доп. Место в Суперсторе, где если вы берете 10 продуктов из этой корзины, то вы платите всего-навсего $10. Получается по баксу за штуку. И еще хотел, кстати, вам сказать, поделиться то, что сникерсы здесь, они намного толще, чем у нас. Потому что у нас в основном сникерсы все делают меньше и меньше и меньше, потому как цена растет, а товар должен примерно визуально оставаться в той же ценовой политике. То здесь же сникерсы, они реально огромные. И когда ты их ешь, не знаю, мне этот сникерс еле влазит в рот. Вот, такой вот интересный факт, который я здесь заметил. Смотрите, какой я сникерс интересный нашел. Заводской брак. Кто-то, видимо, на заводе был очень голодный и поэтому обделил покупателя в одной половинке. Везде обман. Смотрите, какая лапша продается, китайская или японская. Я не знаю, что тут написано, кто изучает эти языки. А, вон японская. Это типа мивины ихней. Намаудон. Видите, какая лапша. Прикольно, я такое никогда не видел.
У нас такого в основном нету. Прикольно. Не знаю, сколько она стоит. Может бакс, может 2. Может 3. Цены нету, я не знаю, сколько она стоит. Загадка. Смотрите, что нашел. Тут получается вот такая вот свиная вырезка. Стоит 1 килограмм 4 доллара. И в одной такой упаковке у нас 4 килограмма 600 грамм. Вот, это вырезка свиная. И стоит на самом деле она небольших денег, 20 долларов вот за вот эти вот 4 килограмма, даже 4,5 килограмма свиньи. Здесь вот 23, 21. На самом деле очень классное и выгодное такое предложение, потому как в прошлый раз я взял примерно такой же кусок. Мы взяли около 6 килограмм свинины, и нам это тоже обошлось около 6 долларов. Единственный минус то, что приходится приходить домой и все это дело нарезать. Но на самом деле это очень-очень выгодно, потому что ты экономишь большое количество денег. Вот. И мы покупали мясо 2 недели назад, и оно у нас до сих пор осталось. То есть мы не съели 6 килограмм свинины. Поэтому сегодня, скорее всего, мы мясо не будем покупать, либо же если докупим, то что-то по мелочи, допустим, может быть куриные крылья или может быть немножко грудки, но по поводу свинины не знаю. Но хотя вот эта вырезка на самом деле меня манит, потому что стоит всего лишь 20 баксов за 4,5 килограмма. Это очень круто. Скорее всего, наверное, я ее возьму. Пускай будет на следующий месяц. Так, вырезку мы берем, как я и думал, потому что предложение просто пушечное. Дома я все вот так вот нарежу красивенько по пакетам и в морозилку. И вот Юля у нас еще взяла куриное... Это филешка. Что это, Зай? Это бедра. Получается у нас по бедрам 8 долларов за килограмм. Вот эта 2-килограммовая упаковка у нас на 18 баксов. То есть вы прикиньте, курица стоит в 2 раза дороже, чем, допустим, вот такая вот вырезка свиная. Здесь на самом деле хочу вам сказать, что в Канаде очень дорогая курица. Ну, по сравнению, допустим, если сравнивать с нами, с Украиной, для нас, в принципе, курица это самое дешевое мясо, которое ты мог купить в Украине. Здесь же все по-другому. Здесь мясо практически все в одну цену. То же самое, что курица, свинья, говядина. Все в одну цену, примерно. То есть, естественно, там пару баксов отличается, но для нас и для меня отдавать временами по 20 долларов за килограмм курицы или крылышек очень болезненно. Сейчас я вам покажу, сколько крылья стоят. Погнали на мясо. Так, вот смотрите. Что-то крыльев я не вижу, все поразгребали или их нет. Ну, в общем, покажу вам на обычных ногах. Тут, кстати, 30% скидка на всех. Да, на всех. Вот, не скидка. 11 долларов килограмм. 11 баксов, прикиньте, за ноги. Это просто капец. Это то же самое, что покупать свинью здесь. Получается у нас 17 долларов за 1,5 килограмма ножек. Для меня ножки, я еще помню цены по 80 гривен за килограмм. Ну, это сколько? Ну, пускай это будет 4 доллара. Здесь же 11. Вот. Вот, 11 долларов килограмм. В упаковке килограмм 600. Стоимость 18 долларов за вот такую упаковку. Но от этой цены у вас будет минус 30% скидка, потому что у них, скорее всего, подходит срок. Да, до 27 декабря. А сегодня у нас, ребята, какое число? А сегодня у нас 26, поэтому скидка. Но на самом деле даже такое можно брать. Это нормально. Так, и давайте я покажу вам на мясо цены. Вот, допустим, на какие-то стейки. Стейки у нас по 15 долларов за килограмм, но бывает и дешевле. Бывает и дороже, естественно, бывает по 30 долларов за килограмм в зависимости от непосредственно от части этого мяса. Это у нас тоже свинья 12 долларов за килограмм. Это у нас свинья 16 долларов за килограмм. И вот вы представьте, да, то, что вот такие вот маленькие такие кусочки мяса, цена 16 долларов за килограмм, а я вырезку взял за 4 доллара за килограмм. Вы представляете, насколько выгодно брать много и платить меньше, чем когда вы берете вот такой вот кусочек, в котором 1,5 всего лишь килограмма, и платите 23 доллара. Фарш. Давайте по фаршу вам покажу. Фарш у нас 9 долларов килограмм. В принципе, он весь такой, да. Ground pork, это тоже у нас свинья. Что это? Вот у нас биф, говядина 11 долларов за килограмм. Это тоже биф, 12 долларов за килограмм. А фарш вот такие вот цены. 8, 9, 12. Едем дальше, ребята. Сейчас вам покажу морепродукты. Какой есть ассортимент. Так, по бекону
По бекону я вам уже показывал, вы же знаете, в принципе, цены. Это у нас $7 за полкилограммовый бекон. За килограммовый будет в районе 15. Так, едем с вами на морепродукты. Так, у нас ряд с морепродуктами. Лосось. Лосось у нас $44. Это филешечка. В нем 1,5 килограмма. Скажу так, что выгоднее всего брать целую рыбешку и ее нарезать на стейки, засаливать и так далее. Потому что у нас целая рыба получается $30, килограмм 400, да? А здесь у нас филешка $44 за тот же вес. То есть вы переплачиваете $15 просто лишь потому, что ее кто-то за вас порезал. Камбала $33, но опять-таки от этого будет еще скидка. Сегодня, кстати, не сильно большой ассортимент, потому что что-то вижу, то, что по рядам очень сильно все выгребают и не успевают они докладывать. Что это у нас? Похоже на дорадо. $6 за рыбку. Филешка. Есть тунец. Это не тунец. Филешки такие. Такие вообще нету смысла брать, потому что маленькая порция и деньги вы заплатите как за полбольшой рыбы. То есть вот эти 2 стейка $15, хотя вы можете взять целую рыбу за 30. Так, батарейка села. О, кстати, лобстер 30% скидка. $48 у нас за вот такого лобстера, он уже готовый. Но здесь есть живые, я вам сейчас покажу. На самом деле цена $50 за лобстера, мне кажется, not bad, минус 30% еще будет. Но здесь есть вот такой вот живой ряд с лобстерами. И, честно, забыл, как они называются. Ракушки, улитки, мидии. В общем, я хрен его знает, как они называются. Мюсли. $14 за килограмм. Вот. И есть лобстеры. Вот такие. Вот они, красавчики. И их цена у нас получается $35 за килограмм. Вот они, ползают. Передают привет подписчикам. Всем здорово, всем привет. Он типчик себе взял одного. Мы стоим тоже, думаем, брать или нет. Юля, тут как раз 2 для нас осталось. Вон один, а вон второй. Смотри, они нас ждут. 2. Зашкерились. А, кстати, этот без одной лапы. Тогда этого не будем брать, не годится. Тогда будем брать нижних. Да? 2? Ну да, а что ж нет, если да, то сами ждут, там стоят. Сражались ради нас только что. У них был дуэль. Надо брать. Он второго берет. Ну да, тогда мы этих верхних точно не заберем. Опа. Сюда. В общем, стоим, думаем, брать или нет. Так, мы вынуждены сказать пока-пока лобстерам до следующего раза. Потому как мы на данный момент немножко, кое-кто у нас подболел. И она переживает за то, что он не почувствует вкус. Поэтому лобстеров мы возьмем, я так думаю, ближе под Новый год. Чтобы мы были здоровы и прочувствовали вкус и аромат этого прекрасного клешнеобразного молодого человека. Так, сливки, которые мы постоянно берем в кофе, $5 за литр. И мы берем обычно молоко 4-литровое. Сейчас вам покажу какое, сколько оно стоит, скажу вам. Мы берем вот такое. И стоит оно, хрен его знает сколько, потому что ценник убрали. В районе $5 оно стоит, насколько я помню, постоянно. Но так как у нас еще дома не закончилась эта 4-литровая бадья, мы сегодня пропускаем выбор молока. И яйца. И, кстати, яиц нету вообще. Это печально, потому что многие делают салаты, наверное. Поэтому стырили все яйца, которые есть в магазине. Яйца придется искать где-то в другом магазине. Хотя это очень странно. Всегда были куча яиц. Оливьешки, походу, нам не видать на Новый год. Но ничего. Мы найдем яйца. Это не проблема. Так, йогуртики для спортсменов, для фитнес-леди. Для вас вот Активия есть. 7,50 вот за вот эту вот такую упаковочку. Я не знаю, сколько мне там грамм, миллилитров, но в основном мы берем вот такой вот данончик за $7. Самый вкусный, самый приятный вот такой вот йогуртный пакет. Это для нас. Сыр.
сыр. Килограмм 35 грамм вот такого вот сыра стоит 25 баксов. Но в основном мы сидим на вот этом сыре. Точнее, мы берем вот такие вот брикеты, это по 600 грамм за 7 баксов. И здесь разные разновидности, то есть есть вот такой белый, есть вот такой желтый, есть такой мраморный, вот как здесь. И в основном нам 2 таких брикета хватает на 2 недели. Но так как у нас один дома, нам в принципе хватит его до Нового года, поэтому мы сегодня сыр не берем. Сыр очень вкусный, кстати, в Канаде, реально, и выбор большой. Единственное, что мы еще до сих пор не нашли плавленый сыр. Если кто-то знает, как называется плавленый сыр в Канаде, дайте мне знать в комментариях, потому что мы его ищем, Юля не может его найти. Также мой любимый ряд с пиццами. Я затариваюсь тут тоже пиццами разными. Выбираю в основном, мне хватает 4 пиццы на 2 недели. Набираю разные, потому что я в них все равно добавляю еще дополнительно сыр, дополнительно бекон, поэтому какой вкус пиццы мне абсолютно не важен. Беру какие угодно. Обычно беру вот эту вот пиццу, и она очень вкусная, тонкая, и меня все устраивает. И возьму вот такую 4 сыра, и еще одна вот такая 4 сыра у нас есть дома. Я считаю, что такой быстрый фастфуд, он должен быть обязательно в холодильнике, когда уставший, когда впаду готовить. За 10 минут приготовил себе пиццу, накидал туда сыра, накидал туда бекона, и у тебя получилась очень даже неплохая пицца. Поэтому must have. Стоимость пиццы, кстати, я не сказал, $3. $3 стоит пицца, ну, я думаю, вы увидели. Вот, 3,33, есть вот такая вот по 5, но потому что у нас с беконом она стоит 5. Но, друзья, у меня килограмм бекона дома, я сам могу досыпать себе и сэкономить кучу денег. Поэтому считаю, не сильно и дорого. 3 бакса. Тут кофе стоит в кофешопе дороже. Там вон Юля выискивает замороженные овощи. Я не фанат овощей, но для девушек, кому они нужны, вот знаете, что за $2 вы возьмете вот такую вот упаковку овощей и будете здоровые, зеленые, как эти овощи. Так, для любителей вкуснятинки, мороженца, 4,50 стоит мороженое. Сколько там? Там литр 600 грамм. По 4. На самом деле крутая цена, потому что в Save on Food точно такое же мороженое стоит 7. Также есть вот такое киткатовское мороженое, $4.50. Вот тоже какой-то типа киткат. Вот киткат мы ели, нам не понравилось, скажу честно. Вот это выглядит более как-то повкуснее. Вот такое мороженое 7,50. Вот такое по 7. Сколько в них? Это по 2 литра. На самом деле тоже еще хочу сказать, что мороженое в Канаде, вот любое, которое мы брали, любого бренда, все очень вкусное. Мороженое вот такое, знаете, как настоящее, как будто вот вы пробуете это, когда едите с шариками. Ну, вообще очень вкусное. Рекомендую попробовать мороженое, абсолютно любое берете и не прогадаете. Тут нету типа какого-то фуфла дешевого, которое будет как будто как масло едите. Тут мы такого не ощутили. То есть на самом деле вот мороженце топ, one love, поэтому вперед пробовать. У нас тут тележка уже добавляется. Я не знаю, что тут Юля постоянно берет, добавляет. Хлеб взяла. Хлеб в районе $4. От 4 до $5 в основном стоит хлеб. Практически любой. Но любовь тоже. И мы берем в основном вот такой тостовый хлеб, потому что, не знаю, мы привыкли, и он долго может лежать, он не портится. Я не знаю, что они туда вкалывают, но нас устраивает. Он может 2 недели лежать, и мы его хомячим. Ну, шучу, на самом деле мы его за неделю убиваем, поэтому, в принципе, нормально. И что это такое? Это сгущенное молоко. Кстати, хочу еще тоже сказать за сгущенное молоко. В Канаде оно очень хорошее и похожее на украинское, поэтому можете его с удовольствием брать и не бояться, допустим, если сравнивать сгущенное молоко с польским сгущенным молоком, ребята, небо и земля. В Польше просто не умеют делать сгущенное молоко, там оно как вода. Здесь же оно как натуральное, на самом деле вкусное, поэтому вы можете брать смело, и оно просто обалденно вкусное. Вот это вот ряд со здоровым питанием, скажем так, тут все эко, био, соки, я не знаю, масло, йогурты, что тут еще, всякого рода хлопья, мюсли, не знаю, вот сыры какие-то без глютена, там, без того, без всего. То есть это ряд чисто вот natural food от фермеров,
Если у вас, допустим, есть какая-то аллергия на какие-то определенные продукты, вы не можете есть то, или у вас проблемы там с глютозом, глютеном и так далее, здесь это все продается в большом изобилии, поэтому вы здесь сможете найти абсолютно все. Вот арахисовые пасты без сахара, с сахарами и так далее. То есть соки, витамины, вот кокосовое молоко, всякие, я даже не знаю, баночки, фрукты, соки, напитки. Это вот все то, что связано вокруг здорового образа жизни. Пропускаем этот ряд для себя и переходим в другой, следующий. Ряд с джемами. Мы в основном кушаем джем вот такой вот. 7 долларов за вот такую вот баночку, 500 миллилитров. Очень вкусные здесь тоже джемы. Вот этот джем, по-моему, он итальянский, маленькая итальянская фирма делает. Компания, я имею в виду, семейная, если не ошибаюсь. Из Франции, извините, не из Италии, а французский джем. Очень вкусный. И также вот нутелла для сладкоежек, то есть для меня. Я в основном покупал вот такую вот нутеллу 725-граммовую, стоимость ее в районе 5 долларов 50 центов. Вот. Я в прошлый раз купил 2, одну мы съели за 2 недели, и вторая банка у меня до сих пор стоит, поэтому сегодня мы опять-таки ее не берем. Да, 500 миллилитров, $1.50, и, не знаю, вот мандаринки по доллару, абрикоски по доллару, по 2, вот такая вот грушка. То есть консервы в районе, вот то, что я вижу, до 3 долларов самая большая банка. Мне кажется, на самом деле такие же цены и у нас в Украине на вот такие вот баночки консервированные. Да. А вот и первое разочарование. Я не могу найти свой Canada Dry, который я пью. Такой розовый, он с клюквой. Потому что он был, к сожалению, limited edition. Но у меня есть дома еще. Поэтому сегодня берем вот такую вот упаковку. Кока-колы здесь 12 баночек. Они 355 миллилитровые. Стоимость 6 долларов 27 центов за вот такую вот упаковку. Огурчики. И хочу вам сказать то, что, ребята, в Канаде канадцы просто обожают огурчики. Это просто, я не знаю, мне кажется, они едят огурцы больше, чем мы. Они именно фанаты. Все дети едят огурцы, взрослые едят огурцы. Это просто жесть. Вот они, я нашел. Маленькие с чесноком. Пушка. Вот очень вкусные огурчики здесь, реально. Рекомендую всем попробовать, кто не пробовал. Добавил. Что мы сегодня будем делать, Юлечка? Китайскую еду. Лапша с гребешками, с креветочками, с кукурузкой, с перчиком. Короче, набрала она вот таких вот разных китайской какой-то лапши. И хочет сделать вот с кукурузку она взяла, креветки взяла замороженные, где-то там они валяются. Вот, в общем, сегодня будем пробовать делать что-то необычно прикольное и вкусное. Юлия выбирает сос, я вам расскажу за акцию, которая была в прошлый раз здесь в Суперсторе. Когда ты покупаешь, когда твой чек превышает 300 долларов, то в прошлый раз давали индюка замороженного бесплатно. То есть я его заранее взял, когда я увидел его на заморозке, потому что я понимал прекрасно, что у нас будет чек больше 300 баксов. Поэтому я его заранее загреб к себе в тачку. Индюк 6,5 килограмм. И это на самом деле очень прикольно, что есть такие вот акции от них, то есть полностью бесплатно. То есть если у тебя чек 300 баксов, выше получаешь индюка. Это круто, потому что я вам скажу, что меньше 300 баксов закупиться здесь на 2 недели, на 2 человека практически невозможно. Поэтому это круто. Вот. По-любому ты получаешь индюка бесплатно. И на самом деле задумайтесь, на 2 человека индюк 6,5 килограмма, но это на самом деле до хрена. Наготовил макарош, наготовил картошечки и всю неделю хаваешь мясо. И знаете, чего еще мне не хватает здесь, а что было в Польше? Это акции 2 плюс 1. Когда ты покупаешь 2 товара, а 3 получаешь в подарок. Здесь практически такое не встречается. Бывает очень-очень редко. Я здесь, по-моему, что-то брал, я уже честно забыл, что. И меня это удивило. В основном же здесь просто идет скидка на товар, либо же дается бесплатно товар при закупке на какую-либо сумму. Вот. Это на самом деле такой, знаете, тот момент, по которому мы скучаем. Так, для больших фанатов мивинки показываю по баксику вот такая вот мивинка. Она должна быть вкусная. Если честно, я не пробовал, хотя у меня дома лежит. Мы в прошлый раз закупали, я еще ни разу не ел. Они здесь есть с белыми макаронами, с такими вот оранжевыми макаронами, типа как удон и так далее.
Вот за 50 копеек вот такая вот мивинка. Чем прикольно, тем, что есть здесь мивина, которая полностью написана там на китайском или на японском, и она экспортируется оттуда. Вот там мивина должна быть прям бомба вкусная вообще. То есть она, знаете, можно сказать, такая отчасти правдивая мивина. Вот такие вот упаковки, 3 бакса за 5 штук. Поэтому, короче, голодными в Канаде не останетесь. Есть наше добро и здесь. Так, макарошики у нас по 3, по 2 доллара. Вот обычного $2 вот такие вот спагетти. 900 грамм, 2 доллара. Сладенькая. Такие вот прянички. Мы очень любим, 4 доллара. Шоколад, ребята, здесь шоколад. У них свои фирмы, скажем так, не встречаются. Я еще не встретил ни одну фирму, которая знакома у нас. Допустим, там Милка, не знаю, Корона и так далее. То есть тут такого нет. Очень вкусный шоколад. Это вот эти вот шоколадки. Мы в основном их берем всегда. Вот такие вот. Они 2 доллара за одну штучку стоят. Очень вкусный шоколад здесь тоже. Очень вкусное вино мы здесь для себя открыли. Это вот такой вот рислинг. Герютразаминер. Я не знаю, кто умеет по-немецки читать, тут прочитает правильно. Очень вкусное вино. Оно стоит всего-навсего 11 долларов. Но для Канады это вообще минимальная цена на вино, чтобы вы понимали. Это считается самым дешевым вином. Но очень вкусное, приятное. И поэтому мы подсели на него, берем его 2 баночки, бутылочки. Будем наслаждаться. Друзья, по чипсикам, естественно, здесь есть лейсы. Разновидность здесь большая, огромная. Вот вы видите, вот это все идет лейсы. Здесь есть Doritos и есть фирмы канадские. Мне вот канадские чипсы вообще не заходят, они очень грубые. Также, что мне нравится, здесь у них на чипсах продаются и соусы к чипсам. Вот, на самом деле выглядит очень прикольно. Нужно будет как-нибудь попробовать. Но скажу вам так, то что здесь Лейс в основном стоит столько же, сколько и Pringles. Поэтому в основном я покупаю себе Pringles. Вот, допустим, вот пачка Лейсов стоит 2,50. Но в прошлый раз, когда я покупал Принглсы, они были по 2 доллара. Сегодня они без акции, по 3,15. Но обычно, большая часть времени Принглс стоит дешевле, чем Лейсы. Вот, поэтому вот 2,79 вот такая вот большая пачка барбекю Принглс. Чипсы вкусные, поэтому я предпочитаю именно их. Берем. Взяли еще манго, очень мягкие, на самом деле не ожидали, поэтому и берем, потому что обычно здесь очень твердые манго. 2 доллара одна штука. Я себе 3 взял, Юлечка тоже себе взяла 3. И отправляемся с вами на кассу. Итак, мы скупились на 345 долларов. На самом деле сегодня получилось меньше, чем обычно, потому как обычно мы закупаемся на 450-500 долларов. Дважды до этого мы уже ходили закупаться. До этого у нас была сумма 470 долларов. Последний раз мы закупались на 530 долларов. Но с последнего раза, когда мы закупились, у нас очень много продуктов еще осталось. Таких, как, допустим, там, не знаю, картошка, макароны, мясо опять-таки осталось, рыба у нас осталась. И то есть некоторые вещи там опять-таки нутелла и все прочее. То есть поэтому сегодня наша закупка была всего лишь на 350, я могу сказать. И это круто. Вот. Сейчас едем с вами, ребята, в Liquor Store. Покажу вам цены на тяжелый алкоголь, на спиртное. Потому как что-то хочу выбрать на Новый год. И покажу вам цены. Погнали.
стоимость на виски. 39 долларов Джек. Это тоже обычный черный, тоже 39. Джим Бим по 30. Что еще наша? Это Бакарди и Капитан Морган. Бакарди вот такой по 25 долларов. И Капитан у нас по 26 в акции, был по 31. Кстати, здесь Капитан стоит дороже, чем Бакарди. Хотя, насколько я помню, в Украине у нас Бакарди всегда стоила дороже, чем Капитан. Ну, не знаю почему, но Капитан здесь считается более дорогим напитком. Не знаю почему. И здесь есть вот такая вот большая разновидность Капитана. У нас такой разновидности я не помню. Джин Гордонс 25 за 750 миллилитров. Бифитер 750 миллилитров 27 долларов. Розовый тоже 27. Бейлис по 30 750 миллилитров. Кэролайнс такую же цену. Вот. В принципе, могу сказать, что здесь представлена такая же по тяжелому алкоголю, такая же, как и у нас в Украине. Но есть, не встречая такие бренды, которые, допустим, мне не встречались в Украине, естественно. Какие-то новые виски, новые ликеры, новые джины и так далее. Кстати, очень много виски, которая представлена от звезд, не знаю, от Дуэйна Джонс, например, от Snoop Dogg и так далее. Тут это очень популярно. Есть такие напитки. Балантайнс тоже 30, Гранс 30, Глен Гранде по 67, Red Label по 32 за 750 за 0,7. Вот. Гленфидик 78. Вина, естественно, здесь из любой точки мира. Также есть вина вот это с Австралии, Калифорния, Британская Колумбия. Там есть тоже импортные, Франция, Италия. В общем, вин здесь большое количество. Вот это вино у нас тоже было, австрийское вино, продавалось в Украине. Цены 13, 15, 20 и выше. В основном нормальное вино тут стоит в районе 15 долларов за бутылку. Мартини шампанское. Сколько оно там? 17 долларов получается за... Где-то за... Да, 17 долларов за 0,7 мартини. Просека в районе 20 долларов. Я так знаю, тут ценника нет, но в районе 20 долларов. Да, кстати, чуть не прозевал, не рассказал вам за пиво. Пиво есть, смотрите, какое есть пиво. Туборг. Также я еще встречал здесь черниговское, наше, украинское. И представленность пива есть тоже заграничное, к которому, допустим, мы привыкли. Тот же Акс, тот же Козел, кстати, вот, Бекс, Туборг, что еще наше, не знаю, Корона, это понятное дело. Вот Бат есть, Миллер есть. Это все то пиво, которое есть у нас. Также есть у них большое изобилие пива, естественно, которое разливается у них здесь, в Канаде. Выглядит это все так у них. Вот это вот пиво очень вкусное. Это именно в Чилеваке варят, называется Old Ale. Вот. Очень вкусное. Это самое, я бы сказал, из всего пива, которое я здесь пил, это самое вкусное. Поэтому я рекомендую его попробовать любителям пива. Вот. И вот в основном продается все вот в таких вот ящиках. Естественно, брать в ящике намного выгоднее, чем брать вот так вот по 4, по 5, по 6 штучек. Скажу так, скажу свое мнение по поводу пива, что в Украине пиво вкуснее, чем здесь. Потому как у нас нефильтрованное пиво и на разлив, не знаю, мне пиво очень нравится в Украине. Здесь я еще пока такого прям идеально вкусного, прямо которое хочется пить каждый день, я, к сожалению, еще пока не встретил. В основном здесь пиво все светлое. Если оно типа не фильтровано, то оно называется как хейз. И ну, все равно вкус не тот. Вот. Баночки все, конечно, вот такие интересно разукрашенные, но вкус оставляет желать лучшего, ребята. Друзья, вот мы уже и дома. Сейчас пока все высыпали сюда, где-то лежит все по пакетам, где-то разбросано там. В общем, сейчас это все будем фасовать в холодильнике, искать место на это все. И в заключение хочу сказать о том, что траты на еду в семье из 2 человек в месяц примерно у нас занимает от 800 до 1000 долларов.
И это ни в чем себе не отказывает. То есть вы будете абсолютно есть все, что вы хотите, покупать все, что вы хотите. То есть это если мясо, вы мясной человек, будете есть мясо, если рыба, будете есть рыбу. И цены примерно вот такие. Естественно, если вы хотите подэкономить, где-то себя чем-то ужать, естественно, эта цена будет, сумма становиться меньше и меньше. Покажу вам, как мы сортируем мясо наше, потому как, когда вы покупаете такое количество мяса, естественно, что вы за раз его не приготовите, там 4-5 килограмм, поэтому я это мясо вот такими кусками нарезаю, примерно, не знаю, по 300, по 400 грамм в куске. И когда Юле нужно, она просто берет с морозилки один кусок, размораживает и приготавливает его. Единственная, конечно, проблема то, что из-за такого изобилия, скажем так, мяса, из-за такого количества, места в морозилке практически никогда нет. И это минус, но большой плюс в том, что тебе не приходится каждый раз выходить в магазин для того, чтобы приготовить, там, не знаю, плов, макароны, суп, потому что у тебя закончилось мясо. Оно всегда в наличии, всегда есть и его хватает надолго. Надеюсь, вам этот ролик был полезен. Если он был таковым, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще очень много видео. Берегите себя, ребята, и увидимся с вами в следующих видео. Пока!